И начинаем проходить игрушку Alone in the Dark. Так что всех приветствую. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек. Это будет интересное большое прохождение Alone in the Dark 2019 года. Очень интересный сюжет, где я решил головоломку с теми часами. Как вот мы в предыдущей серии остановились. Я решил головоломку с часами, и нас перебросило в портал, короче, именно нефтяной вышки. Нефтяной вышки, где там куча интересных тварей, где мы разгадывали непростые головоломки. Я искал специальный механический прибор, чтобы открыть замок. И я попал в этот портал, где вот это рассказывалась нефтяная вышка, рассказывалась история, очень интересно и захватывающее видео получилось. Так что заваривайте чаек, кофеек. Всех вас благодарю за просмотр. На комментарии я отвечаю всегда с небольшой задержкой. Вообще классная, по сути, вышла игра. Я вот записал видео Alone in the Dark 2019 года, даже не заметив, как пролетел час. Я просто надумал записать видео на 50 минут, а настолько увлекся сюжетами игры, что записал видео на час. Ну, в принципе, так и в дальнейшем будут прохождения выходить примерно час, может, два. Так что еще раз всех вас благодарю за поддержку, а я начинаю свое прохождение. Плюс я буду сейчас разгадывать, решать головоломку именно с астральными часами. А я начинаю. Продолжаем мы играть Alone in the Dark 2019 года. И в сегодняшней главе это мы проходим, получается, главу вторую. Мы пытаемся открыть сейф. То бишь подобрать комбинацию к сейфу. Подобрать комбинацию сейфу. Так, это что у нас? Досье пациентов. Досье пациентов. Это что у нас? 1.6. Возраст, лицо. Так, ну это мы диагноз, это мы потом все это дело прочитаем. Потому что тут читать очень долго, я думаю, в конце уже прочитаем. Так что всех заранее благодарю за поддержку канала. Крепкий какой. Ну понятно, что крепкий какой. В конце прочитаем все записки. Это получается у нас темный человек, сущность вот эта. Так, видео примерно 2 дня уже не было. Я в 2 дня толком ни во что не играл. Но сейчас будем пытаться подобрать комбинацию сейфа. Потому что я в прошлом видео в конце таки не смог этого сделать. А мне эта игрушка понравилась, если честно говоря. Так, ну что, листаем на... Так, сюда листаем. Так, листаем на цифру 2. X-набор. X-набор. Так. Листаем на цифру 2. И... листаем, подожди, на цифру 3. Вот она. Так, один в темноте. Презент. И открыть. Один в темноте. Смотри-ка, что мы взяли. Это интересно, это интересно. Это интересно, что мы взяли. Один в темноте. Презент. Блин, тут я дофига уже презентов понаходил. Так, отлично. Теперь в плане у нас продвижения по сюжету. Теперь смотрите, вот в прошлой серии мы с вами остановились. Мне нужно найти котельную Дерсета. Мы котельную нашли. Там с колодца идет пар, который упоминается в блокноте. Исследуйте колодец в огороде. Незамрачный пейзаж мира. Теперь мне надо спуститься в винный погреб. Спуститься в винный погреб. И найти колесо, чтобы перекрыть вот этот пар. Сейчас будем пытаться это делать. Так. Еще раз всех заранее благодарю. Спасибо вам за поддержку канала, за комментарии, за просмотры. И спасибо большое. Также на ютубе у меня, потому что это видео входит на канал Рутуб и на канал YouTube. У меня появились уникальные зрители от 30 до 40 зрителей. Спасибо вам большое, то, что просматриваете данное видео.
Так, на комментарии отвечаю с небольшой задержкой. Подождите. Цели, мне нужна котельная карта. Карты. Так, подожди, я нахожусь в приемной, да? Я нахожусь в приемной. Библиотека. Я, по-моему, мне нужно спуститься в... Да, я помню. Я помню, как это сделать. Потому что, в принципе, тут вообще много головоломок. И я не знаю, насколько этот ролик будет. Возможно, что на 50 минут, как обычно. Может быть и на час. Также Паун и The Dark тоже у меня появились уникальные зрители. Спасибо вам большое. Ну, в принципе, ролики попадают в рекомендации практически. Я бы сказал, 70% в рекомендации ролик попадает. У меня сейчас намного больше стало времени этим заниматься. Спасибо вам за это большое. Это комната, я не туда пошел, это комната. Мне бы сейчас вообще, в принципе, что тут по целям. Мне бы вообще, в принципе, понять сейчас, куда идти, понять, куда идти. Карта, мне бы в подвал спуститься. Комната, гостиница, аппаратная. Мне бы понять вообще, как отсюда выйти в подвал. Потому что тут столько комнат, столько выходов, столько коридоров. И пока непонятно, куда вообще выйти в подвал. Так, подожди, если я... интересно, вот эта вот штука доступна, да? Да-да-да, мы ж здесь выходили в прошлой серии. Мы в прошлой серии здесь выходили. Так, я бы еще хотел в Сталкер поиграть. Lost Alpha. Это, короче, там, ну, типа фанатский мод, который вышел еще очень давно, которого я его ждал. Найдите котельную Дерсета цели. Котельная Дерсета. Комната котельная Дерсета. У меня есть ключ. Попробуйте ключ. Вот. Ага. Тут у нас какой-то сюжет назревает даже, да? Интересно. И напоминаю все части на русской озвучке. Я буду проходить полностью все части. Ну, постепенно. Чтобы вы понимали. Эмили курит. Сигаретку закурила. А чё, пепел можно прям на пол стряхивать, да? Пофигу как бы. Вот это важная тетя Мотя. Какая Мотя сидит. Вечер добрый, мисс Хартвуд. Вас ведь так зовут? Мне было бы очень неловко, если нет. Вы не ошиблись. Эмили Хартвуд, племянница Джереми. Очень приятно. Рут Талент. Нифига она там шампанское бухает. Сколько уже выпила. Только почему она зеленая, интересно сказать. Опа. Перекурите? Как невыносимо обыденно. Пускай. Но мне нравится. Поделитесь со мной? Аромат так и навевает на меня ностальгию. Что-то какие-то посылы у нее неадекватные. Намекает на что-то. Ну как, оправдались ожидания? Нравится мне ваш настрой, мисс Хартвуд. Мы могли бы стать хорошими друзьями. Могли бы. Жаль только, что вы заперты в этой лечебнице. Ваша неискренность освежает. Вот бы вы были так же безумны, как я, могли бы остаться. Дайте мне еще пару лет и посмотрим. Безумие — это у нас семейное. Вот и славно. Буду ждать с нетерпением. Вы случаем не знаете, что именно произошло с Джереми? Все здесь очень странно себя ведут.
поэтому сложно бывает понять услышанное. Но иногда звучит оно весьма волнующе. Добро против зла и все такое. Простите, но не думаю, что смогу рассказать что-то полезное. Все в порядке. Спасибо за возможность перевести дух. Bon voyage. Так, понятно. Но у нее что-то посыл какой-то этот. Как будто она, я бы сказал, лесбиянка. Так, это что у нас? Забытые линзы, подсказка. Lost Plantations of Louisiana. Так, это давай мы все это дело прочитаем уже в финальной части. Это мы разговаривать можем. Да, с ней? Поговорить с персонажем, взаимодействовать. Давайте посмотрим. Хорошая книга. Весьма неплохая. Ясно, понятно. Интересно, что она там пьет? Ну, блин, непонятно, что на бутылке, но странно почему-то бутылка зеленая. Мы зашли отсюда, по-моему, да? Это выход туда. Блин, ты хоть бы топор убрала, что ли, для приличия. Так, а что у нас здесь? Посмотрим. Так. Здесь опять целая куча комнат. Камин. Ружье. Висит, понятно. А здесь что-то у нас стоит непонятно. Тоже не знаю, что это такое. Ладно, сейчас будем продвигаться по сюжету. А вот эта записка выбрать. Как она с той стороны стояла. А, надо что-то взять. Тут можно, видать, что-то найти, чтобы зацепить ее, я так понимаю. Потому что другого варианта нет. Печеница лежит. Так. Мне нужно в подвал спуститься каким-то образом. Это что опять за фигня тут творится? Заму ее выбрать. Так. Ага. Я уже понимаю. Болторез. Так, я так понимаю, что нам нужно перегрызть замок. Фу. Блин, а мы что, топор потеряли? По ходу дела. Мы вышли сюда. Ага. Слушай, а мы не сможем достать ту фигню? Мне стало интересно. Если мы уж спустились сюда в этой части, мы сможем в ведре там достать эту херню, которая там лежала? Опа. Сюжет развивается. Довольно неплохо. Что тут в этой части посмотрим? Опять она курит. Вы зачем так подкрадываетесь? Чуть до смерти меня не напугали. Простите. Не хотела вмешиваться в ваш ритуал.
Никогда бы не подумала, что в таком месте практикуют магию Вуду. Доктор, может, человек науки, но я знаю, что эти корни обладают силой. Вы понимаете, что происходит? У меня чувство, будто Дерсета проклят. В этой игре участвуют несколько игроков, и у каждого своя ставка. Дерсету не проклят и не благословен. Это поле битвы, и лучше бы вам вытащить своего дядю. Как можно скорее. Это я и пытаюсь сделать. Я всем сердцем желаю вам удачи, мисс Хартвуд. А теперь, если позволите, Гамбо сам себя не сварит. А заметили, у нее сначала сигарета была черная, а теперь белая. Небольшой бак. Так, мы открыли сейф, только понятно. Блин, сколько у нас The записок? housekeeper buried something in the flower patch beneath one of Dr. Gray's windows. She was singing in some Creole language, performing a peculiar bourgeois voodoo ritual. Certainly not an Экономка закапывала что-то в цветочной грядке под одним из окон доктора Грея, распевать что-то не крыльском. Такой вот обнаруженный ритуал Вуду. Во французском квартале такое увидишь сплошь и ряд, но Вуду еще никого не казалось Эмили таким горьким. Так, мне по сути что? Мне цели. Найдите котельную. Мне котельную надо найти погреб надо. Мифический кот. Так, мы взяли мифический код. А, котельная же здесь, по-моему, была. А, подожди. Тут же был еще этот, как его достать, вот эту фигню. What's that? Болторез, инструмент болторез. Мне нужно как... Еще не... Блин, мне это как-то надо достать. Я понял, что это надо залить водой. Это надо залить водой. Только как это сделать и куда он идет, этот шланг? А, может через котельную он идет? Болторез. Отлично, у нас теперь... О, физика какая. Можно подключить. И открыть. Цель награда. Топор. Не, болторез лучше. Я думаю. А, это доска простая. Тогда лучше топор взять. Лестница у нас еще имеется. По сути дела. Мы взяли шланг. Теперь я теперь понял, как это сделать. Теперь это надо как-то подключить сюда. Вот эту вот приблуду надо как-то подключить, потому что другого шланга до воды. Опа! Теперь надо наполнить это водой. Но я так полагаю, это надо идти в котельную. Теперь мне надо наполнить, чтобы достать этот предмет. Но шланг идет сюда. Хорошо, идем по шлангу. Блин, что это такое? С глазами-то. Отлично. Вода побежала. Так. There we go. Мы нашли еще дополнительную деталь. Превосходно. Разбитая пластинка. Это то из часов на втором этаже. По-моему, даже заключительная или вторая фрагмент более крупного декоративного пластины, темной обгоревшей. Отлично. Мы одну штукенцию нашли. Блин, а как убрать вообще оружие-то? Ты можешь это сделать?
Мы выпили эликсир. Окей, нам нужно и топать в котельную и винный погреб. Чё, ты хочешь сказать, закрыто? Походу, да. Походу, закрыто. Лестница. Мы можем залезть по лестнице, кстати. Мы можем залезть по лестнице. Так, давайте посмотрим. У нас тут записок цель. Найдите котельную Дерсета. Карта цели. Найдите, когда почините декоративную пластину на астрономических часах. Вот видите, мы практически уже нашли для астрономических часов. Мы нашли вот эти пластины. Вот эту деталь, которую надо было туда поставить. Но мне сейчас в котельную надо попасть. И мне надо еще в огороде там что-то сделать. Я это припоминаю. Подожди, карта. Блин, огород. Да, в огороде еще надо что-то сделать было, припоминаю. Котельная. Котельная. Через кухню, да? Отражение. Прачечная. Котельная. Так, подожди, если я сейчас поднимусь сюда и посмотреть цели по карте. Мне нужно в котельную попасть. А я могу эту дверь достать, эту штуку? Нет. Интересно, что там за дверь лежит, что мне самому стало интересно. Мы вот эту штуку не можем взять? Подожди-ка. Нет. Этой штукой мы не можем. В смысле, а мы что, топор теперь взять не можем? Зашибительно, мы топор взять теперь не можем. И оружие это вытащить не можем. Превосходно. Так. Она ушла. Мне интересно, что там на бутылке написано? Вот. Зеленая бутылка. Ее книжка. Свет вдали. Презент. Да ладно, мы это прочитаем. Потому что я тут в данной игрушке записки люблю читать. Подожди, я хочу... Блин, сколько у нас записок накопилось? Библиотека, мне нужна... Мне нужна комната Лотти. Мне нужна... Попасть как-то в котельную. Я вот пока не пойму, как это сделать, в принципе. Так, мы отсюда вышли, да? Карта. Библиотека, площадь. Лестница. Может, нам надо спуститься по лестнице? Интересно. Эта дверь заперта. Лады. И надо вытащить дядю. А вот и котельная. What's that stain? Looks like some kind of rot. It's another one of those plates for the talisman. It's also broken and missing some pieces. А, нет. Так, мне нужно в винный погреб теперь попасть. По-любому отсюда нужен был бы ключ. Крысы. Найти деталь в винном погребе. Эту штукенцию надо было бы найти нам. I need the key. Заперто. Я по-любому думаю, что вот это там... Вот это вот именно вот эта пластина.
именно находится здесь почему-то. Так, если нам сути цели, да? Починить декоративную пластину на астрономических часах. На пластину на котле. Декоративную пластину на котле. I need the key. Только где вот эти еще детали взять? Вот это даже становится немного интересно. Может, нам стоит прогуляться до астрономических часов? Тут дверь закрыта, но сейчас будем идти на астрономические часы. Это понятно. Так, теперь надо попасть на астрономические часы. Они, по-моему, были на 2-м этаже. Так. Да, я правильно вернулся. Тут в этом здании можно неплохо так заблудиться вообще. Разбитая пластина. Есть фрагмент завершен. Кажется, что-то уже... А-а-а. О. W переместить фрагмент. За X вращать. There was something in the commonplace book about this. Блин, теперь мне надо... Переместить фрагмент и выбрать фрагмент. Подожди, тут их надо расставить вот каким-то образом. Эти фрагменты все сделать, чтобы они были поровну. Он сюда не подходит. Вот сюда подходит этот фрагмент. Так, кажется, я понял этой сути головоломки. Надо собрать эти детали, чтобы был... Так. Так. Так, это так. Это, думаю. Так. Так, подожди. Это так. Ну, по сути, получается правильно. Ну, вот это почему-то несовместимость какая-то. Может так? Подожди-ка. Опа!
Да нет. Так. Да не отсюда. Есть. Есть. Ну, вроде, по сути, я все сделал правильно. Странно, а почему оно тогда должно, видать... А. Должно какие-то действия дать. Ну, хотя я, по сути, все правильно собрал. Не знаю. По сути, если посмотреть по картинке, получается, что да. По сути, я собрал все детали воедино. Ну, блин, надо смотреть. Ну, хотя картинка правильная. Ладно. Значит, ничего не сработало почему-то, да? Ну, хотя вот это сюда, это сюда, это сюда. Все сходится. Все верно сходится. Странно. Хотя все сходится верно. Карта цели. Почини декоративную пластинку на котле. Попробуйте ключ, который дал Батист. Почини декоративную пластину на астрономических часах. Ну, значит, я не починил пластину? Хотя странно, хотя тут указано же, я все верно, может... Я выбрать фрагмент. Ну, по сути, правильно. Может, тут механизм есть какой-то, что это дело все запускает, я не знаю. Так, подожди, а вот эта дверь... I need the key. Мне нужен ключ. Превосходно. Ей нужен ключ. Ладно, сейчас, короче, небольшая рекламная пауза. Я попробую в этом деле разобраться. Но, по сути, я все сделал правильно, хотя странно. Все механизмы собрав правильно. Подожди, а может... Блин, я лично хз. Я лично хз. Но по сути, если изображение собрано правильно, это изображение, по идее, должно таки быть. Потому что другого варианта я событий не вижу. Подожди, подожди. Стой, стой, стой. Символы. Может их... Опа! Did it break? The clock just... Они сломанные. О, тут еще с медальоном загадка. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. I need the key. Нет, вот ключ. Тут, получается, надо... Также, наверное, подбирать какой-то код, наверное, надо будет взаимодействовать. Но, по сути, я не знаю. А, постой. Кажется, я...
По сути, мы сейчас все сделали правильно, да? Так, вот здесь пока непонятно. Куда именно крутить вот эту штукенцию надо? Ну, хотя, блин, ну тут придется нам думать. Я не знаю, сколько это у нас времени уйдет. Хотя, если вот и по этим рисункам... Ладно, короче, сейчас буду отключаться, ну и во время, чтобы запись сильно долго не затягивать, сейчас буду пытаться подобрать этот механизм интересный. Хотя, по сути-то, вот правильно все. По идее, должно быть вот так. Но тут, видать, надо подобрать какой-то код, что ли. Ну, если смотреть по этим рисункам, в принципе, рисунки сходятся. По сути, вот эти рисунки все сходятся, вот эти линии. Потому что другого варианта я не вижу. По сути. Если только вот так. Давай попробуем. Главное, чтобы, наверное, эти рисунки. И, видать, тут какую-то комбинацию, наверное, подобрать надо. Потому что... А вот тут внизу, кстати, рисунок не сходится теперь. Если вот так. Как будто что-то щелкнуло, да, где-то? Но я не думаю. Не думаю, что где-то щелкнуло что-то. Хотя ладно, короче, сейчас я отключаюсь. Попробую подобрать эту комбинацию. Именно починить астрономические часы. Ну и, короче, чтобы видео долго не затягивать, примерно хотя бы на час сделать, на час или на 50 минут. Там уже как комбинацию подберу, уже потом в дальнейшем расскажу, в принципе, что это была, конечно, за комбинация. Мы думать над решением головоломки с астрономическими часами. Так. Я назад. И я вперед. Так. Я не знаю, я уже, если честно говоря, кучу комбинаций проложил. Так. Кучу вообще комбинаций перепробовал. Так. Опа! А вот и It's showing me something. показана It's just комната. the hallway outside Jeremy's Дверь с room. ковром. Дверь с ковром. Дверь с ковром и комната. Дверь с ковром и комната показана. Дверь с ковром и комната. Дверь с ковром и комната.
Блин, дверь с ковром и комната, это уже интересно. I need the key. Мне нужен ключ. Так, а давайте запишем на всякий случай, чтобы потом уже будем разбираться так. Так, сейчас я запишу, подождите. Пару секунд. Дверь с ковром и комната. Так, дверь с ковром и комната. Отлично. Так, ясно. Эту мы головоломку решили. Так, теперь что у нас цели? На котле. Идите в комнату, откройте талисманом. Идите в комнату и открытую талисманом. А, вот эти талисман, то, что показал, нам нужно пластину на котле, декоративную пластину на котле. Идите в комнату. Ну хорошо. Дверь с ковром была. Вот она. Jeremy's room. Комната Джереми. Все возвращается на круги своя. Комната Джереми. Так, это что? Морской сундук. Запертый морской сундук. По-любому нужен ключ. О, ну тут хоть в зеркале отображаемся. Так, тут пока ничего нет. Это мы решали. Странная у него картина. Эмили здесь. Подсказки. Emily's here. Подсказки черепа. Черепа непонятные. И картина. Блин, а насколько уже записок тут? Идите в комнату и откройте талисманом. Там еще же одна была комната на рисунке. Не пон... Опа! Ты что вообще происходит? Подожди. Что за фигня? Это понятно. Мне что-то плохое предчувствие возникает. I did it. I И opened up откройте another талисманом, у меня все получилось. У нее все, значит, Джереми ушел сюда. Теперь более развязка близка. Так. Интересно, это что за место? Значит, Джереми ушел сюда из этих параллельных миров, да? Так, на всякий случай все просмотрим. Так, у нас запись все идет. Звук у нас все ровно. Отлично. Так, это машина. Я хочу просмотреть здесь. Так, а ты можешь дверь закрыть? Кстати, она дверь закрыть не может. Надо каждую тут деталь отшарить. Отчет о нефтяной вышке. May 1923. Monday. All okay. Ready for delivery. Maintenance. Oil pump must be serviced. Any tampering causes large spills unless properly forestalled. Tuesday. Shipment delayed but delivered. Maintenance. Блин, Service сейчас он bridge close to проговорит, broken. чтобы мы могли прочитать это все дело. Prospectors reluctantly agreed to show the burial mound to Mr. Hotwood, a painter, who read about our finds in the papers. He means to return tomorrow and try to find a way inside. Thursday. Mr. Hotwood's efforts delayed. The workers seemed nervous about his presence. Hotwood promised not to return to the compound. Instead, he has taken up an offer by L'Officier, the riverboat captain, who means to pilot him to the site tomorrow morning. Hopefully that's the end, and work can resume. Maintenance.
Bridge from the oil tower to the bayou has collapsed. Sabotage suspected. This is the devil that guides us now. Отчет о нефтяной вышке. Май 1923 года, 21:27. Но это, походу, время указано. Понедельник. Все в порядке, готово к отгрузке. Ремонтные работы нужно починить. Масляный насос. Его только тронь. Разливается большая лужа, если заранее не принять меры. Вторник. Отгрузка, задержка, но не выполнена. Ремонтные работы. Служебный мостик вот-вот сломается. Среда. Изыскатели не хотят согласиться показывать курган мистеру Хартвуду. Художник, который прочел о наших находках в прессе, он собирается вернуться завтра и попытаться найти проход внутрь. Четверг. Усилия мистера Хартвуда затянулись, кажется, работникам рядом с нами не по себе. Хартвуд пообещал не возвращаться на территорию. Вместе с этим он принес предложение в офисе капитана речного катера, который собирается провести его утром на место. Надеюсь, на этом все закончится, и работа можно будет продолжать. Ремонтная работа. Мост от нефтяной башни до Байн обрушился. Вероятно, саботаж. Таков дьявол, что направляет нас сейчас. Угу. Так, что у нас здесь? Так, здесь полезного ничего нет. Надо все это дома обшарить. Это карта. Это карта. Так, я надеюсь, тут боссов не будет. Потому что я проходил Alone in the Dark. Мне понравился именно часть именно в Египте. Alone in the Dark. Но это еще давно я проходил его. А вот эту самую первую часть, вот это 19-го года, я не играл. Ну, в принципе, одну только за Египет проходил, и то, если честно, я концовки не помню. Так. Ключи лежат, вот это интересно. Фотография. Ну окей, хорошо. Но у нас хоть и есть пистолет. I need the key. Мне нужен ключ. А там тоже что-то интересное, да, им имеется. По сути, туда куда-то вход проложенный. Так, следующий видос не знаю, когда будет. Потому что мне плюс надо будет SEO-оптимизацию сделать. Но благо она сейчас у меня доступна. Так, это какой-то ангар. Так, это ангар. Вот нефтяная вышка, да? Получается. Типа мы попадаем в параллельные миры. По ходу дела. Заперто, естественно. Бутыль. Locked. Заперто, понятно. Так, это что тут непонятно? Я надеюсь, тут боссов никаких не будет. Тут что? Патрончики, пистолет в пуле. Вы взяли ключ. Ключ от Пирса. Ключ от Пирса. Так, тут ничего полезного нет? Больше. Аптечка нам понадобится. Пуля у нас есть. Ключ от Пирса. Подожди-ка. Мы открыли дверь эту. Так. There's something missing. Тут что-то не хватает какой-то детали. Лестница разбита. There's something missing. There's something missing. Еще чего-то не хватает. Ну это понятно, что тут не хватает. Сейчас надо тут будет поискать.
Блин, фонарик. Фонарик на В. Я это забыл, эту фигню. Это патроны, это патроны. Это патроны. Это патроны. Ключ от пирса. Так. Это кирпич. Тут тоже ничего нет. Тут что-то окровавленное произошло. А мы можем сюда подняться ради прикола? К сожалению, нет. Банки можем пострелять. Так, ну здесь мы были. Мы, в принципе, отсюда вышли. Вот мне нужно найти какую-то фигню. А не, мы подняться не можем. Мы подняться не можем. Мне нужно какую-то деталь, я так полагаю, да, найти? А вот он и ключ от пирса. Не все так просто было. Какая-то болотистая местность непонятная. Патрончики, да у меня этих патронов уже полно. Так, а что у нас тут имеется? Это железяка, понятно. Блин, кого-то тут ну что-то подозрительно тихо, мне это уже не нравится. Я думаю, сейчас какая-нибудь херобора резко произойдет. А вот она, это и деталь, рычаг моста. Here we go. Так. Подожди, я фрагмент. Я хочу сделать сохранение. Да, сохранение. Е применить. Я хочу сделать сохранение, а то я забыл. Опять сохраниться. Блин, по-любому сейчас какая-нибудь фигня произойдет. Тут даже к бабке не ходи. Что-то очень подозрительно тихо. Мне это не нравится. Так, на комментарий, говорю, отвечаю всегда с небольшой задержкой. Так, посмотрим. Напоминаю, Alone in the Dark. Я ж говорил, это не просто так. Да ты куда бежишь? Давай ставь эту штуку. Давай бегом. It worked. Мост. Заперто. Фу, успели. Я же говорю, это просто так. Тут ничего не кончится. Там, походу, эти твари еще. Это труба. Так, давайте-ка я вырублю фонарь. У меня полно. Тут какие-то ящики. Ах ты, тварь. Она решила со мной поиграть. О. Топор. Отлично. Пусть лучше будет топор у нас. Так, мы вышли с той стороны, я полагаю. Подожди, это что такое? Ты чё, блин? А, это эта фигня.
лопата. Не, мы лучше топор возьмем. Они под песком перемещаются. Я так полагаю, они сюда зайти не могут. Так, мы оттуда пришли. Значит, нам сюда. Так, тут пусто. Патрончики. Лопата. Сейф. Патрончики взяли. Так, пистолет пуст. То есть пистолет полон. Так, и куда нам идти, по сути, теперь? Весло. Мы отсюда пришли. Ворота. I can break this, I just need something to hit it with. Опа. Превосходно, так. А, сохранение мы сделать не можем. Это фигово. Патроны у нас пустые. Ты чё? Что-то большое, походу. Трубы. Так, посмотрим, что здесь имеется. Здесь у нас вроде одни патроны. Может, они тут что-то раскопали непонятное, фигню какую-то. Я тут, походу, еще не был. Не, здесь я не был. Гладкая статуэтка. Радиосвязь. Передатчик. Ковер, который мы нашли. Так, пока... Так, нам нужно понять, что делать с этой вышкой. Сохраниться. Ладно, мы сохранились. Так, а тут мы были, по-моему, нет? А, тут мы были, да.
Блин, нифига их тут. Так, давайте перезапишемся. Лучше перезаписаться. Блин, а что тут делать надо с вышкой-то? Лестница упала, да, по ходу дела? Ну, как обычно. И тут все завалено. Прохода нонейм. А нет, что-то походу есть. Я сначала не понял. Ну, походу что-то интересное. Так, 22. 22 минуты пишу. И тот плюс ролик 30 минут. Так, посмотрим, что у нас тут имеется. Damn it, there has to be a way to get to the other side. Чего? Блин, ну субтитр стоит желать лучшего. За походу Джереми тут был. Опять вы, а? Ну идите сюда. Сколько тут этих тварей? Ты залазь. Давай, потихай. Нифига, тут еще все горит. К черту. Блин, нафига и вверх лезть? Я что-то этого не пойму. Сейчас эта вышка, походу, она рухнет. Now what? И что теперь? Куртка Джереми? Крепкая ткань, ключевой предмет. Значит, Джереми здесь был. Just don't look down, Emily. Только не смотри вниз. Нифига. Чем-то даже это местами Алан Вейк напоминает. Так. Блин, сохраниться мы не сможем. Ни хрен... Ни хрена себе единорог. Он, походу... Главное не шуметь, наверное. Потому что я хз. Тут жертвоприношения. Тут тела. И лежат. Тут они, походу, что-то какую-то херню раскопали. Нефтяники. Или какой-то такое курение, о котором Джереми упоминал в своем блокноте. Ой, блин, что-то просадочки пошли.
Незначительные. Блин, чем дальше проходишь, тем становится интереснее. Сюжет. Смелая бабенка. Интересно, она его вообще найдет, нет? Тут что-то вроде типа жертвоприношения, что ли, кому-то. Книжка какая-то. Джереми, ты потерял свой... Миссис Маркус, Слезьте с меня! что вы здесь делаете? Пытаюсь отыскать дядю. Джереми ваш дядя? Не могли бы вы... Спасибо. И называйте меня мисс Хартвуд. Вы меня не помните? Помню мисс Табуа. Я повстречала вашего брата Батиста. Похоже, ему тоже не удалось найти Джереми. Мы разделились для поисков. Я возьму? Я пытаюсь попасть в Тараэлу. Ладно, но только это. Я хочу приманить Джереми. Бежим, пока оно не пробралось сюда. Что? Откуда? Идемте скорее. Ни хрена тут у нее. Ах, чёрт меня подери. Сюжета. I'm back at Dorsetto. И она вернулась в Дерсетта опять. А вот это уже интересно. И непонятно. У нас куча записей. The dream of the grave under the cheniere suddenly vanished, and Emily found herself back at Dersetto. Instead of Jeremy, she found Lottie, who, just like her brother Baptiste, reminded her of John, who died so bravely in the war. She pushed her painful memories out of her mind and returned to her investigation. She still needed to figure out what to do with the boiler. Так, ладно, сейчас небольшой перерывчик. Мы прочитаем, в принципе, все записки, которые у нас накопились. Довольно-таки неплохая развязка уже движется. И нам нужно починить декоративную пластинку на котле. А пока небольшая рекламная пауза. Так, у меня звук пишет, все проверено. На всякий случай, а то бывает... Громкость звука почему-то у меня всегда слетает. Так, фильтры. Ну, это фильтры у меня по запасу, потому что я использую эквалайзер По, как вы видите. То бишь, все у меня через эквалайзер По. Но это мне настраивали. Так. Это у меня фильтры про запас. И как видите, микрофон у меня держится, ребят, чисто в зеленой зоне. Как даже если я громко говорю, то бишь микрофон у меня даже в оранжевую зону не залезает. Поэтому у меня, в принципе, такой сейчас стал качественный голос. Так. Так, ну что, мы, в принципе, на этом будем заканчивать, потому что я уже, как вы видите, записал час, хотя я планировал записать даже... больше, ну как 50 минут я планировал записать видео, но настолько увлекся сюжетом Alone in the Dark, именно первой частью от этой 2019 года, просто настолько увлекся сюжетом за темного человека, что дошел до нефтяной вышки. Я, в принципе, сам не ожидал, что я час просто проиграю. Но сюжет мне вообще, в принципе, понравился. В принципе, на этом буду заканчивать. Сейчас мы прочитаем все записки, все записки. Там я вначале сделаю вступительную запись. Но, в принципе, на этом буду монтировать видео. Ну, всем вам
хочу сказать тем людям, вот что на Рутубе люди смотрят, что на Ютубе люди смотрят. Вот на Ютубе тем хочу сказать 30, 40, 50 человек, уникальные зрители, которые смотрят видео от начала и до конца. Ну и в принципе видео, считай, у меня пошли в рекомендации после того, как я сделал. Ну, мне сделали качественный звук микрофона. У меня видео в рекомендациях 80%. По поисковым запросам Google. Ну, плюс это то, что я еще SEO-оптимизацию делаю через VidIQ. Так что хочу вам всем сказать спасибо за поддержку канала. Если кто напишет комментарий, комментарии всегда я проверяю. И на комментарии отвечаю с небольшой задержкой. Напоминаю, Alone in the Dark я буду проходить полностью все части от начала и до конца. Но самая часть мне вот понравилась именно Alone in the Dark. Это про Египет. Более современную я играл. Про Египет мне понравилось. Вот там вообще классная развязка сюжета. В следующей главе что мы сделаем? В следующей главе мы будем чинить котел. Почините декоративную пластину на котле. То бишь в этой мы, смотрите, как много чего выполнили уже в этой части. И решили головоломку с часами. Ну, вот эти часы, которые... Так, вот давайте почитаем записки, какие у нас записки сохранились, в принципе. Но непонятно, вот эта нефтяная вышка, да, нефтяная вышка, на которой мы были. И там вот эти твари были, как они вообще, эти твари появились. Вот это измерение, да. Сон о могиле, пот. Внезапно исчез Эмили, снова оказалась Дерсетта. Вместо Джереми она нашла Лотти, которая, как и ее брат и Батист, напоминали ей от Джонни, павшим смертью храбрых на войне. Она выбросила горькие воспоминания из головы и вернулась к расследованию. Ей все еще нужно было понять, что делать с котлом. Да, теперь вот в следующей части мы попробуем разобраться, решить вот эту головоломку, что же делать с котлом. Так. Что там, несмотря на то, что она встретила себя другой перед Дору Грэм, детектив Кэмбер, Эмиль чувствовал себя неудавленно, бодро. Она была абсолютно уверена в том, что именно манипуляция с талисманом вернула ей Дерсетта. В своем блокноте Джереми упоминал еще две вещи, которые каким-то образом соединяли его еще с двумя снами. Или как там они называются, если перед Джереми были открыты еще два мира, тогда, возможно, он мог укрыться в них. То бишь, Джереми, скорее всего, укрылся из вот этих миров, куда Эмили попала по сюжету. Получается так. Или может он нашел путь в Тароэлу, куда так вот отчаянно хотел попасть. В предвкушении дальнейших поисков Эмили отправилась искать старые часы и котел. Это понятно. Старые часы представляли собой изощренный механизм с The old эксцентричным... clock was an intricate machine with eccentric astronomic motifs, but nothing appeared particularly unusual to this. Вот так вот сделаем, как в прошлый раз. Старые часы представляли собой извращенный механизм с эксцентричным астрономическими мотивами, но Эмили ничего не показалось необычного. Однако потом она обнаружила большое декоративное блюдо, которое напоминало ритуальную скамью мисс Джексон, где та настраивала талисман, чтобы попасть обратно в Дерсетту. К сожалению, диск часов испортили, но если бы она смогла снова его собрать, то удалось бы повторить процесс и, возможно, открыть проход в другой мир. Так, цели расследования. Ну, блин, это, по-моему, мы с вами читали. Подожди. Вот что-то нефтяной вышки. Вот я хотел прочитать. В порядке, это понятно. Тень разливал. Май 1943 года. Понедельник, все в порядке. Вторник отгрузили. Но это понятно, мы читали что-то нефтяной вышки. Эмили здесь. Досье пациентов. Досье пациентов. Это и Брокс. Имя Грейс Сэндерсон. Это персонал. Это знаки зодиака, которым... починка котла.
Я увидел вашу записку, в которой знаете, что мистер Ченс не вернется, и я сам не должен быть здесь. Но вы можете взять вентиль из винного погреба, если хотите установить вырывающий наружу пар, будьте осторожны. То бишь, видите, да? В винном погребе, куда мы спускались, кстати, винный погреб, вот этот сам винный погреб, он, получается, был закрытый. Именно винный погреб был закрытый. Так, ну что, в принципе, на этом я заканчиваю. Еще раз всех благодарю. Так, давайте-ка мы сохранимся. Мы сохранимся обязательно. Так, все сохранится, если загрузить игру. Да, автоматически. Так, мы, главное, сохранились. Сохранились, лучше проверить. Да, сохранение приза. Все, галочка поставлена. На всякий случай сохранимся. В принципе, всех вас благодарю за поддержку канала Рутуб. YouTube. Это видео, напоминаю, выйдет что на платформу YouTube, что на платформу YouTube. И мы нашли вот эту сумочку, как вы видите, да? Взяли. Мы еще сумочку на... Мастик. Ключевой предмет. Предназначен для смешивания масляных красок, но достаточно тонок, чтобы полезть в деревянную щель. Пролезть. Деревянную щель. Мастик. Подсказка в некоторых местах. Размышления. Подсказка в некоторых местах. Reflections on the power of the verb in certain Так, ну texts давайте прослушаем by Juan Luis и Jorge. прочитаем, что тут вообще в To принципе. act is in itself И будем divine. на этом принципе Even the заканчивать. slightest movement of Записки our hand прочитаем. is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the Creator is telling. Так, размышления о силе глагола в некоторых текстах. Размышления о силе глагола в некоторых текстах ран Леус Хория. Действует само по себе божество, даже малейшее движение руки, доказательство движения нашей души, но свободная воля так легко подавляется скукой. Повседневной жизнедействие становится ритуальным и гибким, несмотря на роскошь и комфорт. Истинная божественность в выборе покинуть сцену, на которой играем мы все люди, открывшие для себя эту свободу. Неожиданно для себя, будто поражены ужасом такого откровения, станут парализованными или еще хуже покончат с собой. Однако, если мы сможем пережить эту бурю, то обнаружите, что за страхом простирается божественный путь. У вас есть шанс разменять рог по кирпичику и создать что-то новое, никем не задуманное, не пределанное. Сложно объяснить такой тип действия, поскольку он выходит за рамки наших последовательных выборов. Это не банальность вроде выбора карьеры и даже спутником жизни уход со сцены, неважно каким образом, это не смена курса, это отказ от истории, которую рассказывает создатель. Ключ от гостиной. Потрясающе, мы взяли ключ от гостиной. Открыть карту, посмотрим карту.
Комната, гостиная. Мы взяли ключ от гостиной. Короче, мне вот эта штука интересна. Бери... It's wet shut. Опа! It worked. И оно почему-то пропало. Так, ну, в принципе, мы на этом с вами давайте-ка еще раз сохранимся. Дерсета. Перезаписать. Так, отлично, все, мы сохранились. В принципе, мы на этом остановимся. Мы и так уже сегодня сделали очень много, очень интересного. Раскрыли тайну вот этих часов и раскрыли то, что вот эта вот станция, да, нефтяная станция, да, куда мы попали снова в параллельный мир. Ну и, в принципе, продолжаем продвигаться по сюжету. Довольно-таки интересный, захватывающий сюжет. Следующая часть, не знаю, когда выйдет следующая часть, так что напоминаю, также я собираюсь Alone in the Dark проходить полностью все части, начиная с самой первой 2019 года вот это и заканчивая последней частью, потому что у всех частей имеется русская озвучка, потому что я играл только про Египет, более современную часть. Вот там сюжет вообще интересный про Египет. Так что, в принципе, еще раз всех вас благодарю за поддержку Рутуб канала, YouTube канала, потому что, напоминаю, это видео выйдет на платформу Рутуб, на платформу YouTube. Всех вас благодарю. На комментарии отвечаю с небольшой задержкой. Комментарии всегда я просматриваю. Ну и, в принципе, напоминаю еще тем людям, если кто будет писать гадости, именно гадости будет писать в комментариях, этот человек незамедлительно отлетит в бан. Я даже с ним не буду общаться. Просто если кто напишет гадости, сразу будет заблокирован. И также напоминаю, что я ссылки никогда ни от кого не открываю, потому что безопасность в интернете — это прежде всего. Ну, в принципе, на этом заканчиваю. Всех вас благодарю. Увидимся в следующем видео. Играйте только в лучшие игры. Пока-пока. И напоминаю то, что я сейчас уволился с основной работы. Я уволился, ушел в отпуск с последующим увольнением. Ну и, в принципе, сейчас отдыхаю. Работать, в принципе, пока не планирую. Ну, в принципе, в дальнейшем работать пока не планирую. Я занимаюсь каналом Рутуб, Ютубом. То бишь, вот это моя сейчас будет основная работа. В принципе, на этом заканчиваю. Увидимся в следующем видео. Играйте только в лучшие игры. Пока-пока.